Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И, конечно, отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Сегодня предлагаю рубрику по заявкам зрителей. Многие просили рассказать об Испании. Просили? Получите! Я расскажу об Испании без туристической рекламы. Только факты. Кому интересно, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Тема большая, поэтому сделаю общий обзор. Потом можно будет поговорить подробнее, если будет интерес. Для начала замечу, что население Испании 49 миллионов человек. Это большая страна и четвертая экономика ЕС. Страна бурно развивается, и если сказать в двух словах, то Испания веселая, розовощекая, с оптимизмом смотрит в будущее. В Испании экономический подъем. Согласно рейтингу МВФ, годовой рост ВВП в Испании составил в 2024 году 3,1%. Испания лидирует среди стран с развитой экономикой, обогнав даже США, у которых было 2,8%. Испанский показатель роста ВВП за 2024 год почти в 4 раза выше, чем в среднем в еврозоне, где в целом составляет 0,8%. По прогнозам МВФ, в 2025 и 2026 годах Испания тоже сохранит лидерские позиции в этом рейтинге, уступив лишь немного США. ВВП растет, и ВВП на душу населения тоже растет, но медленней. Что по зарплатам? Цифры буду округлять. В 2023 году средняя зарплата в Испании составляла 2500 евро. Но нужно иметь в виду, что часто в Испании зарплата платится 14 раз. Бонусом в декабре, надо порадовать людей перед Рождеством, и бонусом перед летним отпуском. Опять платится зарплата. Средняя зарплата в Финляндии в 2023 году составляла 3600 евро в месяц. По данным Евростата, на 2023 год среднегодовой доход в Испании составлял 32 500, в Финляндии 48 тысяч евро в год. Но модальная зарплата в Испании, то есть зарплата, наиболее часто встречающаяся, составляла всего лишь 1500 евро, сильно не разгуляешься. К сожалению, не нашла данных по модальной зарплате по Финляндии. В 2023 году почасовая зарплата средняя в Испании составляла 18 евро, в Финляндии 25 евро в час. С зарплатами понятно. В Испании зарплаты значительно ниже. Но по паритету покупательной способности Испания даже чуть-чуть опережает Финляндию. То есть на среднюю зарплату в Испании живут ничуть не хуже, чем в Финляндии на среднюю зарплату. Хотя за последний год цены сильно выросли, цены на жилье взлетели в Испании, поэтому, я думаю, показатели паритета будут наверняка другие. Цены на жилье постоянно растут и останавливаться не собираются. Квартиры расхватываются, как горячие пирожки. Мелкие агентства недвижимости в Испании закрываются, потому что торговать нечем. Жилья на продажу не хватает, а новое жилье застройщик продает сам, без посторонней помощи. Проходила на днях в Фуэнгироле. Дом еще строится, а все квартиры уже распроданы. Кстати, попалось фото 50-летней давности Малага в 1975 году и та же улица в наши дни. Безработица в Испании упала до самого низкого уровня более чем за 10 лет, хотя и остается самой высокой в ЕС. Сейчас безработица в Испании 11,3%. Эксперты говорят, что испанская экономика растет из-за сильного рынка труда, на котором велика доля мигрантов. Пока США, Великобритания и правые правительства стран Евросоюза ужесточают миграционные законы, Испания, наоборот, привлекает иностранцев. Недавно власти Испании дополнительно упростили легализацию и интеграцию иностранцев. Сокращено время обработки заявлений, упрощены требования к документам.
Введена виза для поиска работы, по которой можно находиться в Испании до года. Но самое важное изменение – нелегалы могут легализоваться теперь уже после 2 лет проживания в Испании. По прогнозам Министерства интеграции Испании, около 900 тысяч мигрантов, находящихся в нелегальном статусе, смогут легализоваться в Испании в ближайшие 3 года. В дополнение к этому появилась оседлость второго шанса для тех, кому уже однажды отказали в убежище или он утратил резиденцию, но хочет остаться в стране. Дается второй шанс. Испания стареет, сейчас 20% населения старше 65 лет. Это сильно грузит и пенсионную систему, и здравоохранение. Еще в 2020 году эксперты Американского центра глобального развития посчитали, что Испании требуется 1 130 000 новых работников ежегодно до 2050 года, чтобы хотя бы сохранить нынешнее соотношение наемных работников и иждивенцев. Рождаемость в стране снижается, и решить эту проблему за счет естественного прироста населения не получится. Приток работоспособного и относительно молодого населения может помочь уменьшить демографическую нагрузку, а также снизить дефицит кадров. По оценкам испанского Центробанка, 43% компаний в стране испытывают нехватку работников. В гостиничном бизнесе и в строительстве этот показатель еще выше – 64% и 56% соответственно. Возникает вопрос тот же, что и в Финляндии. Зачем импортировать рабочую силу, когда в стране безработица 11,3%, безработных 2 700 000 человек? Зачем ввести еще? Ну, говорят, что 6 из 10 безработных в Испании старше 45 лет. Для работодателя это уже отработанный шлак. Вкладываться в их обучение на производстве не хотят, деньги потратишь, а там уже и пенсия близится. На физически тяжелых работах они уже не справятся, да и работать за харчи испанцы не станут. Нужны покладистые иностранцы. Поэтому едут иностранцы. На сезонных сельхозработах доля иммигрантов достигает 70-80%. Кроме того, иностранцы очень востребованы в строительстве, в гостиничном хозяйстве, в здравоохранении. Их много среди медсестер, сиделок и санитаров. Ну, медицинские вакансии, конечно, занимают в первую очередь выходцы из Латинской Америки и кубинцы, ведь испанский – это их родной язык. Многие испанские семьи нанимают старикам персональных сиделок из мигранток, часто за наличные и без оформления трудовых отношений. В прошлом году был случай, подробности уже не помню, но примерно так. У сиделки, когда она была на работе, пошла носом кровь, прям хлынула фонтаном и было никак не остановить. Дочь подопечной сеньоры вытащила сиделку на улицу и усадила у стены, дав полотенце, чтобы останавливать кровь. И вот она, сиделка, там сидела, истекая кровью. Слава богу, там были прохожие, вызвали скорую помощь, и она осталась жива. Эта дочь сеньоры опасалась, что если она вызовет скорую, к ней приедет скорая, а потом обнаружится, что сиделка там работала нелегально, заставит платить, будут неприятности и с налоговой туда-сюда. Все. В общем, она вытащила человека на улицу. Подыхай. Ладно, вернемся от частного к общему. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявляет, каждый новый трудовой мигрант создает возможность для поддержания устойчивого роста. Экономисты подтверждают, мигранты едут, потому что экономика растет, а их приток, в свою очередь, дает ей дополнительный импульс. Мигранты прибывают и с моря, и с воздуха. Добро пожаловать в Испанию! Из корабля прямиком на бал, то есть не на бал, а на работу. Но уже сейчас бюрократия не справляется с потоком заявлений. Чтобы попасть к чиновнику, людям приходится покупать талон на прием у всяких барыг.
Для интеграции мигрантов в рынок труда мало просто предоставить им легальный статус. Нужны образовательные программы для адаптации мигрантов к требованиям рынка, а также стимулы для работодателей, например, льготы или субсидии, чтобы они принимали мигрантов на работу. Иначе легализованные мигранты пополнят ряды безработных, либо будут вынуждены заниматься только низкоквалифицированной работой, что уменьшит экономическую выгоду от реформы. Иностранцев в Испании всего 16%, хотя сторонники правых партий утверждают, что их почти треть населения. Но это не так. И еще одно из самых распространенных убеждений – приток мигрантов провоцирует рост преступности. Это не так. Мигранты все прибывают, а уровень преступности в Испании не растет с 2011 года. Но воровство процветает. Окна в домах и квартирах зарешетчены. Велосипед на улице оставить без присмотра нельзя, стащат. У меня знакомый финн после спортзала зашел в кафе, сумку с потными трусами поставил под стол. Стащили. У меня однажды посреди пустой улицы из рюкзака вытащили пуховую жилетку. В машине ничего на виду оставлять нельзя. Окна выбьют, стащат. Еще в Испании ходит миф, что мигранты живут за счет социальных пособий. Но на самом деле таковых на 20% меньше, чем среди местных, потому что система социальной помощи в Испании основана на накопительных принципах. Взносов не платил, пособия нет. Пособия по безработице, потере супруга, болезни и другие виды помощи предоставляются в первую очередь плательщикам регулярных социальных взносов. В Испании не существует способа, который позволил бы иностранцу получить безусловный допуск к пособиям. Нет. Здравоохранение. В Испании система здравоохранения похожа на финскую. Жители имеют государственную страховку и могут обслуживаться в государственных муниципальных медучреждениях. За поликлинику платы нет. Ладно, платы нет, а как с доступностью? К семейному врачу, в Испании семейный врач, к нему попадешь без проблем. А вот к узкому специалисту приходится ждать месяц, жалуются жители Мадрида. Знали бы они, что в Финляндии и к терапевту за месяц не попасть. Что платят за лекарства пенсионеры в Испании? В Испании пенсионеры платят за рецептурные лекарства в зависимости от их дохода. Доход менее 11 200 евро в год, лекарства бесплатные. Доход от 11 200 евро до 18 тысяч евро в год пенсионеры оплачивают 10% стоимости лекарств, максимум 8 евро в месяц. При доходе от 18 тысяч до 100 тысяч евро в год пенсионеры оплачивают 10% от стоимости лекарств, но максимум 18,52 евро в месяц. И если доход более 100 тысяч евро в год, то пенсионеры оплачивают 60% лекарств, но не более 61 евро в месяц. У работающих на лекарства другие скидки, но собираются граждан с доходом менее 18 тысяч евро приравнять в оплате лекарств к пенсионерам. Общественный транспорт. Общественный транспорт субсидирует государство. Третий год проезд в местных электричках бесплатный. Во многих городах у жителей либо бесплатный проезд в общественном транспорте, либо проездной по вполне доступной цене. В Мадриде для молодежи до 26 лет единый проездной стоит 8 евро. Для людей старше 65 лет проезд бесплатный. В Малаге молодежный проездной стоит 13,5 евро в месяц, проездной для взрослых 20 евро и годовой проездной 145 евро. С 1 июля 2025 года планируется введение нового проездного за 20 евро для поездок на местных поездах по всей Испании. Как выглядит город Фуэнгирола? Финский оплот на южном побережье Испании. Население 85 тысяч человек, иностранцы составляют 43%. Из иностранцев половина – это британцы. У города нет долгов.
бюджет сбалансирован, муниципальный налог не повышается. Количество новых предприятий растет, безработица снижается, кругом новое строительство, ремонт дорог, благоустройство города. Средняя цена жилья в марте 2024 года в Фуэнгироле составила 3250 евро за квадратный метр. Летом заполняемость гостиниц в городе 91%. Чтобы вы немедленно не ринулись жить в Испанию, напомню, что каждая медаль имеет обратную сторону. Цены на жилье взлетели до небес. Зарплата не поспевает за ростом цен на жилье. Более 70% работающей молодежи в Испании продолжают жить с родителями, потому что аренда жилья забрала бы 90% их дохода. Постоянно проходят демонстрации с требованием обратить внимание на жилищный кризис и принять меры. Еще в Испании существует такое интересное явление под названием «окупас», когда граждане захватывают чужое жилье и выселить их оттуда возможно только через суд. Суды могут длиться годами. Вот правительство обещает с февраля немедленно вмешиваться в случае захвата жилья и проводить суды по упрощенной схеме за 15 дней. Посмотрим, как это получится. Выселяясь, окупусы оставляют руины. Все, что можно унести, вытащат, вырвут все вплоть до розеток. Хотя сейчас, конечно, риэлторы прибегут с рассказами, что вообще проблемы нет, что захватывает только банковское жилье, что раз, два, три, и можно вот выселить, а вот там услуга населения. Но сказки – это их жанр, а продажи – это их хлеб. Кстати, здесь агентство недвижимости – это дикий запад. Ни лицензии, ни образования не требуется. Только в Валенсии в 2022 году введено обязательное лицензирование агентов по недвижимости. А так, объяви себя агентом и, пожалуйста, начинай торговать. Еще одна милая особенность Испании – налоги на покупку недвижимости. В большинстве автономий налоги и сборы на покупку составят от 12 до 15% от стоимости квартиры. И еще агенты отшкурят 5%. Причем они отшкурят свои 5% и с покупателя, и с продавца. Как относятся испанцы к иностранцам? В целом, испанцы не ксенофобы. Жители бывшей колониальной державы привыкли к иноземцам. Где же работают люди без языка? Сельхозработы, стройка, уход за людьми третьего возраста, de tercera edad, как здесь говорят, то есть за стариками. Пособий не допроситься, поэтому все выживают как могут. Среди русскоговорящих тьма каких-то коучей, гадалок, ведуней, кто во что горазд. Кто-то научит, как раскрутить за месяц бизнес на миллион, кто-то учит секретам обольщения, кто-то предлагает услуги психолога с дипломом из фотошопа, кто-то занимается частным извозом, кто-то берется помогать в любом деле, даже если сам не в зуб ногой в этом деле, но деньги надо. Кто-то предлагает помочь с визами и видом на жительство, и в подавляющем большинстве это жулики. В общем, если о хлебе насущном заботиться не надо, Испания – прекрасная страна. Добро пожаловать в Испанию. Если есть вопросы, спрашивайте. Ну а на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!